В этом году вся мировая общественность в 54-й раз отмечает победу советского народа над фашизмом. В канун светлого праздника в нашем городе по инициативе отдела культуры прошли мероприятия, приуроченные к этой дате. К примеру, в Центральной библиотеке состоялся брейринг среди учащихся гимназий и ветеранов Великой Отечественной. Ну, такая встреча у нас проходила впервые. Вот здесь, в этом зале, встретились два поколения людей. Ветераны, которые делали эту историю, писали ее. Наверняка каждый из них внес что-то свое в эту историю. И выпускники гимназии номер 1, которые изучают, знают эту историю по книгам, фильмам. И вот очень хорошо, что такие встречи стали проходить у нас. И дети уже вот непосредственно из уст ветеранов узнают эту историю. И я думаю, что только с пользой для себя. Темой игры стали памятные события Второй мировой. Команды поразили зрителей глубиной своих знаний, чему смог бы позавидовать любой историк. На протяжении 2 раундов разрыв в счете был незначительным, но в начале 3-го команда ветеранов с большим отрывом вышла вперед, чего, собственно, и следовало ожидать. Но гимназисты не остались в обиде. Сами понимаете, соперники были достойные, да и поддержать их пришли все представители Совета ветеранов. 3-2. Таков счет игры. Но это не главное. По словам организаторов, да и самих ребят, такие встречи полезны и интересны, ведь здесь школьники смогли глубже окунуться в тайны истории и узнать обо всем, как говорится, из первых уст. Родилась Валентина Александровна Дьяконова в 1925 году. И как все девчонки и мальчишки того времени, мечтала о хорошей, красивой жизни, строила планы, которым не удалось осуществиться. По окончании 7 классов общеобразовательной школы в мае 42-го в деревню, где она жила, пришли фашисты. Собрали всех женщин, детей и пешком гнали к железной дороге. По словам Валентины Александровны, из 100 человек после 5-дневного пешего похода в живых осталась половина, остальные умерли в дороге или расстреливали фашисты. Потом был город Дортмунд, работа в хозяйстве с 4 утра до 8 вечера. Рассказывать без слез об этих событиях невозможно. А в 45-м, когда американцы очистили город от немцев, узники были отправлены по домам. И вот в 49-м у Валентины Александровны начинается совсем другая жизнь. Познакомилась с мужем в Новосибирске. В то время Владимир Арсеньевич работал на заводе слесарем, а через несколько месяцев поженились. В этом году супруги Дьяконовы отмечают свой 50-летний юбилей совместной жизни. Сама Валентина Александровна нам призналась. Всяко было, и может и ругались где, когда как, но без этого же не бывает. Ну, прожили жизнь дружно. А глава семейства Владимир Арсеньевич спустя 50 лет любит мамулю еще крепче. Так ласково называет он свою жену. Еще дороже становится. Чем старее, тем дороже. Потому что молодой ничего. Знаете, работа, и мало видишь. Придешь с утра уходишь, а вечером приходишь. Ну, еще молодой, а там же где-то с ребятами, сами знаете. Все было, но... И, ну, короче говоря, мы прожили с мамулей очень хорошо. Пенсия у Валентины Александровны небольшая, всего 400 рублей. Но она слышала по телевизору, что Германия будет платить компенсацию тем, кто в годы войны работал на ее территории. Так что надежда есть. И, возможно, скоро она получит прибавку, которая не помешает в это трудное время. А еще есть желание съездить в Германию, в город Дортмунд, в те места, где, будучи девчонкой, она работала. В заключении Валентина Александровна сказала: Дай Бог прожить каждому так, как мы. Все же 50 лет, это не так-то просто прожить. Не так-то. Не поле перейти, как говорится. Все. А кто у вас в доме хозяин?